Галин, мы вас поздравляем с открытием выставки. Это была долгая подготовительная работа, которая увенчалась успехом. Экспонаты просто ошеломляют. Но не случайно ли, что среди них наибольшее число произведений искусства, представленных именно Ираном? Как так получилось? Ну, вы знаете, мне кажется, это абсолютно не случайно, потому что если мы просто представим ту культурную традицию, которая существовала в Иране и до ислама, и то, как она развивалась в Иране на протяжении всего исламского периода, мы поймем, что на самом деле и Иран и сам он был таким источником, который влиял на окружающие страны. То есть там искусство Могольской Индии целиком было в какой-то момент создано изначально иранскими художниками, эмигрировавшими в Индию. Искусство Средней Азии, опять же, очень многие художники переезжали. То есть в Иране было столько художников, что он поставлял своих мастеров во все окружающие страны. И поэтому мы не отбирали специально так, чтобы у нас было много иранских произведений. Так получилось совершенно само собой. Просто когда ты выбираешь какую-то вещь для коллекции или для выставки, ты смотришь на то, насколько она прекрасна, насколько это действительно шедевр. И нельзя пропустить шедевр и купить, ну, или приобрести, или выставить какую-то вещь, которая, ну, может быть, представляет другое что-то, да, ну, важное по географическому принципу, но при этом хуже по качеству. Поэтому собирая, мы вдруг поняли, ой, а ведь коллекция это наполовину иранская. Ну да, вот ареал распространения мусульманской культуры, он довольно-таки широк. Но есть ли отличия между искусством того же Ирана, Египта, Индии? Ну вот да, вот если при этом нет каких-то конфессиональных, религиозных отличий, явно прослеживающихся в искусстве, да, но при этом региональные, локальные школы очень выразительные и очевидные. А вот каким именно? Я точно знаю, что, например, Иран славился искусством миниатюры. Что отличало иранскую миниатюру от всех остальных? Были ли особенности? Конечно, были. Это прежде всего великолепнейшее художественное качество. Такого качества, наверное, вот миниатюру XVI века в Иране несравнимо ни с одной из современных ей других мусульманских школ. Вот в данный момент мы стоим возле произведения XVII века, середины XVII века, и на нем мы можем проследить не просто, насколько оно великолепно выполнено, но и насколько глубинный смысл заложен в эту миниатюру. Это лист, это произведение, сделанное на отдельном альбомном листе, то есть оно никогда не существовало как иллюстрация книги. Это было отдельное самостоятельное произведение, сделанное для коллекции. Уже в то время существовали коллекционеры искусства, которые покупали миниатюры, собирали их, миниатюры, листы каллиграфии, собирали их в альбомы, хранили у себя, любовались при каждом удобном случае. И вот перед нами такое произведение. Это прекрасная девушка с бутылью. Почему она с бутылью? Насколько это связано, с каким-то обычным, с какими-то обычными, бытовыми традициями. То есть сразу же мы вспоминаем о том, что там в исламе запрещено вино. Да, запрещено. Но если мы внимательно почитаем Коран, то там все время говорится о том, что вот для тех праведников, которые окажутся в раю, они будут сидеть на прекрасных цветных коврах и подушках в роскошном зеленом саду, и будут им приносить прекрасные девы золотые и серебряные сосуды, полные явств и напитков. Вот, может быть, именно такая дева изображена на данной миниатюре. А если мы еще немножечко подумаем, то вот смотрите, что странно. У нее очень странные рукава. Почему у нее спрятаны руки в рукава? В персидской поэзии
Это очень принятый образ. Спрятанные в руки в рукава обозначают нерешительность, бездействие. То есть в тот момент, когда человек не знает, что дальше, как ему действовать, он прячет руки в рукава, спускает рукава и таким образом показывает: ну, я ничего не делаю. И вот этот образ несет такую в себе нерешительность. Это некая прекрасная там дева, да, несущая бутыль, и почему-то она в замешательстве. Если мы обратимся к персидской поэзии, мы поймем, насколько часто этот образ встречается в поэтических образах. И мы вспомним, что прекрасная дева, которая упоминается персидскими поэтами, это очень часто, это не просто некая там возлюбленная, всегда, говоря об этом, вспоминая этот образ, художник и поэт обращается к образу Бога. Это Бог прекрасен. Это к нему надо обращаться как к возлюбленной. Это его надо все время помнить. И вот это вот отношение к Всевышнему как к объекту любви в первую очередь, вот оно пронизывает целиком мусульманскую культуру и иранскую культуру. И иранские художники нашли вот такое воплощение этому образу. То есть на самом деле человек, постоянно концентрирующийся на этом образе, на прекрасной возлюбленной, на Всевышнем, если он достаточно активен, если он прилагает много усилий, вот тогда она, может быть, выпустит бутыль. Она не знает, отдать или не отдать. Возможно, отдаст, если очень постараться. Как здорово. Какой, оказывается, глубинный смысл, о чем даже не подозреваешь, глядя так. И вот каждое произведение искусства иранского, его можно читать таким образом, вчитываться, и в нем будет там 1, 2, 3. Считается, что классическое произведение должно содержать не менее 7 слоев смысла. Но на самом деле можно до бесконечности его интерпретировать и искать глубины. А каким образом их можно интерпретировать, искать? Это нужно обладать некими знаниями? Ну, вы знаете, дело в том, что вся культура построена на глубоком знании поэзии. Ведь в это время и, собственно, и сейчас очень многие современные мусульмане на память помнят тысячи стихов. И вот эти все образы, переплетаясь друг с другом, как-то соединяясь, сравниваясь, вот они выстраивают вот ту цепочку смыслов, которая помогает прочитать произведение изобразительного искусства. А вот, насколько я знаю, в Иране было несколько таких культурных центров, городов, где как раз обучали искусству и живописи, миниатюры. А вот расскажите поподробнее. На самом деле искусство живописи и миниатюры, оно очень тесно связано с традицией дворца, с традицией двора, потому что это всегда было элитарное искусство, оно всегда было предназначено для тех, кто ценит, для тех, кто разбирается, и для тех, кто может содержать мастерскую, потому что, на самом деле, мы вот здесь видим и золото, и серебро, и совершенно потрясающие краски, в которых использовались порошки перетертых самоцветов. Бумага была недешевой. В связи с этим художественные центры крупные возникали там, где был двор. Мы знаем, что в XV веке при Тимуридах двор находился в Герате. Герат процветал в XV веке. Знаменитый художник Бехзад работал в Герате при султан Хусейне Байкара. Потом политическая ось переместилась из восточного Ирана в западный Иран. И вместо художественных мастерских в Герате появились художественные мастерские в Тебризе. При этом, создавая новую мастерскую, новый иранский шах, новая династия, забирала художников из предыдущего центра, перевозила художников. И при этом брали местных художников, брали художников из предыдущего центра, получалась совершенно новая художественная школа в Тебризе. Потом шах пожелал перенести столицу в другой город, в Казвин.
через 50 лет после появления тибрисской художественной традиции, он переезжает, при этом каких-то художников он решает, что они ему уже надоели, они ему не нужны. Он берет только часть из них, а вместо этого набирает новых в Казвине. И начинает развиваться новая художественная школа. Еще 50 лет. И через 50 лет следующий иранский шах решает, нет, надо переезжать в центр страны, в Иран, в Исфахан. Переезжает в Исфахан. И опять, каких-то художников берет, каких-то не берет. И все это связано уже теперь с его личным художественным вкусом. Возникает богатейшая исфаханская традиция. При этом вот был там художественный центр Шираз, который возник в XV веке изначально как дворцовый центр. Но вот тут случилась потрясающая вещь. Двор уехал, художники остались, и они продолжали работать. И это единственный известный нам в Иране центр коммерческого производства книг. При этом традиция, вот, начиная с XV века там, и до XVII, она была непрерывной и совершенно самобытной, неповторимой, неизвестной ни в одном другом художественном центре. Насколько я знаю, вероятно, ошибаюсь, Исфахан еще славился своей лазурной такой краской, да? Или это Центральная Азия? Ну, на самом деле, если вы имеете в виду вот, бирюзу, которая, ну, я бы сказала, что это не Исфахан, это весь Иран. Это Иран, это Центральная, это Средняя Азия. Это просто цвет, излюбленный в мусульманской архитектуре. Если вы обратите внимание, изразцы, в основном керамика, вот когда научились делать глазурь лазурного бирюзового цвета, еще с кобальтом, это было величайшим открытием. И дальше просто вот там с XII века и дальше Иран вся архитектура Ирана голубая. А это имело какой-то символический смысл или просто нравилось? Ну, конечно, это цвет неба. Конечно, это цвет неба, и золото на этой глазури, оно совершенно потрясающе сияет, как солнце. Да, это действительно очень красиво. А с чем связано, вот не раз просто разглядывая миниатюры, смотришь, что вот лица фигур очень похожи как-то. Вот почему? Ну, есть лица действительно очень похожие. Вот как, например, этой девушки мы найдем много очень похожих лиц. Это идеал красоты, она должна быть самой красивой. И когда мы говорим о самой красивой, когда вот изображается идеальная божественная возлюбленная, то ищут, конечно, идеал, который будет восприниматься всеми. А при этом у нас есть практически исторические портреты. Вот у нас на выставке представлены два портрета Шаха Аббаса. На одном из портретов он принимает индийского посла, а на другом изображен дворцовый прием, и мы знаем ряд аналогий, где очень похожие персонажи представлены немножко в других ситуациях, и есть случаи, когда все они подписаны именами исторических лиц, живущих в ту эпоху. И это абсолютно историческая живопись. То есть, скорее всего, вот и на нашей миниатюре, если бы мы обладали чуть большим количеством знаний, мы бы узнали просто, кто эти люди. А я, честно говоря, думала, что это влияние европейской культуры и культуры портрета. Ну, возможно, да. Возможно, это в какой-то степени влияние европейской культуры. В это время как раз при Шахе Аббасе появилась очень большая армянская община в Исфахане. То есть шах сам перевез из Джульфы, из армянской, перевез большую общину армянских купцов и ремесленников и основал в Исфахане квартал, который назывался Новая Джульфа. И благодаря этим людям, которые, в общем, имели собственные художественные традиции, которые приглашали собственных художников, иранское исфаханское искусство очень обогатилось новыми какими-то идеями и портретами, и историческими изображениями, и монументальной живописью.